Слушайте, а что помазано, скажем так, чем-то? Помазаны чем-то кости Петлюры, кости Мельника. Все посмотрели на вот эту выставку нарядов? Ну, это прям что-то, понимаете? Всех инициировали Мельником. Там тихонечко, у меня был в гостях на неделе, да, ну вот позавчера, да, кажется, или вчера, да, был Яков Кедми, он говорит, он плевался, говорит, реакция Израиля вообще ничтожна, это просто какой-то И реакция писк, Израиля была достаточно активной. писк Вот, да. комариный. И они, вот смотрите, мне важен главный аспект. Они же все вроде там играют свою игру. Стефанчук, там, да, вот это вот Бутанов, адекватный, или как его там воспринимали до последних заявлений, Зеленский. Ющенко выкопали, отряхнули от перхоти его траурную сорочку и тоже там поставили. Что это за инициация? Нет, ну, смотрите, давайте про Ющенко. Ющенко это для него это действительно, наверное, он единственный, кто это воспринимает всерьез. Понимаете, действительно, это единственный, для которого это часть его убеждений, часть его философии. Но вот Ющенко, да, фанатик в этом отношении. Особенно его старший брат, это вообще, его старший брат вообще считает, что половина там деятелей мировой истории это украинцы. Вот от Чингисхана, Александра Невского там, и Юлия Цезаря до там, президента Трампа и так далее, все они украинцы. Вот. Так что касается Ющенко, он давно выступал с идеей, що потрібно перезаховати, настане час и прочее. Возможно, если бы Ющенко избрали на второй президентский срок, то это бы случилось еще где-то в начале десятых годов. Да, вместо Майдана. Что касается нынешней ситуации, одним из главных инициаторов подобного рода вот этого пантеона выступил еще год назад или даже больше, так можно поднять просто эти новости, Кирилл Буданов. Он часто выступает с громкими инициативами. Он часто очень невпопад, скажем так, сегодня он там, например, встречается с раввинами, завтра делает какие-то заявления, которые лежат в сфере именно толерантного отношения к украинскому национализму и так далее. То есть у него такая эклектика, разброс. Вот, ну, очевидно, его технологи его на это настраивают. Более того, в числе его политических технологов есть несколько людей, которые действительно исповедуют вот именно, вот, которые симпатии относятся к украинскому национализму. Нацики. Вы знаете, нацики как раз они скорее теорию и практику, а эти скорее историю вот, националистического движения. Толерантно, так скажем, относятся, говорят, что это самая лучшая часть украинской истории. И когда возник вопрос, что надо перенести Мельник, вот, там же сейчас скандал, потому что там громада Люксембургу, украинская громада говорит, да мы все проплатили, проплатили до 2053-го. Вот, Так еще и на деньги еще кинули. Так мы же как раз, да, мы тут, там, они разрытые могилы фотографируют, там, выставляют их, говорят, да мы все же это тут оплатили, а они взяли вот такие вот, значит, да. Но возник вопрос о том, что давайте создадим пантеон, национальный пантеон. Начали с Андрея Мельника и его жены. Вот дальше вроде бы Евгения Коновальца из Роттердама должны перенести, Петлюру из Франции, из Парижа, с кладбища нас. Дальше потом Скоропадского из Баварии. Опять же, из Баварии должны перенести и Бандеру вроде бы. Но пока что про Бандеру речь идет только вскользь. Как бы между прочим. И еще говорят не одного человека, а, возможно, еще десятки людей, которые будут переносить из-за рубежа. То есть, помните, был период в советской истории с 1982 по 1985 год, вот, который назвали, уже так полушутя, назвали гонкой на лафетах.
когда генеральные секретари уже там сплошная череда похорон. Самые знаменательные события этого периода – это похороны товарища Суслова, товарища Брежнева, товарища Андропова, товарища Черненко, а перед этим товарища Устинова и так далее. То есть вот, сплошная эпоха похорон таких пышных. Так вот, в Украине тоже наступает гонка на лафетах, но уже другая, вот, историческая. Вот. Да, историки, они, конечно же, спорят относительно той или иной фигуры. Нету сегодня единого мнения относительно Андрея Мельника. Кстати, моя диссертация кандидатская как раз именно касалась разногласий между мельниковцами и бандеровцами. Вот во время Второй мировой войны фигуры Андрея Мельника, я ему просветил свою монографию Андрею Мельнику, так что личность неоднозначная. Нет, хорошо. Абсолютно. Смотрите, Константин Петрович, я вот к чему они не притронутся, все равно получается, вот они же кричат все, мы антироссия, мы вот там, Да. мы там такие. Вот много в России есть, ну, смотрите, мнение, современное мнение, что 26-й год. Че он там лежит, этот Ленин? Ну, да, ну, как бы люди просто между собой вообще говорят, вот это, есть Тоже публичные... перенести в Киев. Вот, понимаете? Украину уже придумал Ленин. Давайте напишем Путину письмо, вот такое же слезливое, как сегодня опубликовали для Трампа, и сказали, ну подождите, но Украину же Ленин придумал. Давайте вот привезем Ленина, и Ленин будет наше лучшее ПВО, не будете же стрелять. Да, там у Кремлевской стены еще несколько украинцев лежат, тот же Брежнев, тот же Артем. Вот, так что я думаю, что да, на Новодевичьем Нет, кладбище. это, еще... конечно, это абсурд. Это абсурд. Я понимаю, что но это к чему, абсурд, к чему они не притронутся, получается ровно так же. Все равно получается такой, в плохом смысле этого слова, такой совок, какие большевики зеленые, понимаете? Ну, помните, как говорил, кажется, кто это Черномырдин сказал, какую партию не строите, все равно получается КПСС. Да. Вот приблизительно та же ситуация, знаете. Вот если там кто-то взялся бороться с совком, тот сразу же сам становится совком в квадрате. Я понимаю, нет. Я понимаю, там разного рода, там есть французская традиция, когда там переносили там тело Наполеона того же, там Луи Филипп решил, что надо вот Наполеона уважить, перенести с острова Святой Елены. Создали пантеон, там в пантеон переносили там, значит, тоже прах разного рода деятелей в разные времена. То есть это традиция, которая существует во Франции, но дело в том, что это все происходило в мирное, относительно мирное время. Как это войну может помочь выиграть? Никак. Это может только создать определенный информационный фон, который при наличии других информационных фонов, других информационных событий, позитивных, заставит забыть про Мендель, про пленки Миндича, про разного рода проблемы, которые сейчас существуют, переключить внимание на другую повестку. Вот. Включить историческую память, там, призвать включить историческую память. Кстати, фигура Мельника не особо как раз подходящая для того, чтобы создавать антироссию. Андрей Мельник как раз был человеком, который с уважением относился к русской культуре. Я это могу сказать с абсолютной уверенностью, потому что он говорил, когда-то он говорил, да, Россия наши враги, но не русские. Это он человек, который побывал в русском плену, который там под нынешним Волгоградом, тогда Царицыным, вот, был в лагере, который до конца жизни считал своей любимой песней «Далеко-далеко степь за Волгу ушла», и который избрал своим псевдонимом, одним из псевдонимов, фамилию Афанасьев. Вот. Так что он Атанасович, так, Афанасьев подписывался. То есть, и это многие его биографы, например, тот же Штуль-Жданович и прочие отмечали, что он с уважением относился к российской культуре. Как-то не особенно клеится это с современными, скажем, антироссийскими дерусификаторами. Понятно. Так, друзья, подводим итоги опроса и переходим к вашим вопросам. Их просто сегодня очень много. Сколько продлится война? 9% считают, что закончится и останут недели, да, для этой войны. 19% 5-10 лет. 29% до ноября будет горячая фаза, и 43% считают, что 2-3 года. Я, если честно, расстроен этими результатами вопроса. То есть, ну, какие 2-3 года?
Константин Петрович, вот сегодня очередной рекорд гривня побила, ну, как антирекорд, да, то есть по отношению к доллару. Как бы людей не остается. Эти там бангладешцы, вот это вся с этими индусами. Не, ну, Кулеба, конечно, сегодня женился, у него праздник большой, он давал своей гражданской жене постоянно интервью, сейчас вышел сам, и у него повод, у него свадьба. Правда, на свадьбе было больше собак, чем гостей. У них там много собак, они собачницы. Ну, то есть собачья свадьба, понимаете? И вот как бы, ну, может, они... Я искренне поздравляю, Дмитрий Иванович. И желаем поднимать демографию. Ну, давайте, Да, поднимайте. конечно. Вот, Не с вот этими мужчинозаменителями, которые должны согреть, они там тепло излучают. Хоть старая примета и говорит, что нельзя жениться в мае, вот, но дай бог молодой семье, которая стала на рушничок счастья, да, вот, да, всех благ. Понимаете, в чем дело? То есть, какие 2-3 года? А это большинство проголосовало нашей аудитории. Нет, так я понимаю, вот просто людям хочется верить в какие-то нечто позитивное, но они становятся реалистами. Я понимаю, что за полгода действительно вряд ли что-то изменится. Вот, и даже если через полгода начнутся реальные переговоры, то они продлятся очень долго, потому что ситуация зашла в крайне сложный тупик. Вот, поэтому я думаю, что вот многие считают, что вот это минимально возможный срок, минимально реалистичный срок – это 2-3 года. Возможно, что будет некая ситуация ни войны, ни мира. Такое может быть тоже. Когда стороны, значит, будут только постреливать друг в друга, но при этом активные боевые действия прекратятся. И такое может быть. Не получается. Не получается, я знаю, но я просто говорю о том, что может быть всякое. Мы после Старобельска потеряли главное. Ну, вот этой ситуации, когда дроны прилетели, и там давай вот это вот, а там рядом было какое-то, потом говорят, да нет было там никакого рядом здания с какими-то там дроноводами российскими, а вот это они не дети, они все там совершеннолетние в техникуме, которые учились. Ну, в общем, много это как бы пропаганда. Вы знаете, сейчас... это что, та же ситуация была помните, ситуация 30 ноября 2013 года, вот, избили студентов, потом оказалось, что это не совсем студенты, а там средний возраст был 40-45 лет, там, тех, кого там побили, и что они там в большинстве своем были люди без определенного места жительства, вот, и так далее. То есть было такое. Точно так же сейчас с украинской стороны пытаются говорить о том, что Старобельский это все... Я уже слышал версии, циничные версии. На самом деле никакого Старобельска не было. Это все просто постановка. Второе. Это все Путин специально там заложил взрывчатку, все это... Рязанский сахар, да. ФСБ, да, именно. Вот, чтобы обвинить Украину. Третье. Вот, да какой Старобельск? На самом деле это ответка Путина за то, что мы сорвали фактически парад 9 мая, не дали провести на полную мощность. Это вот Путин в бессильной злости своей, там, значит, вот таким образом нам отомстил. Ну, то есть таких вот абсолютно глупых, откровенно и циничных оценок я слышал очень и очень много. Просто, понимаете, мы забываем главное, а там же все-таки наши люди. Или уже нет? А вы знаете, на самом деле, вот такое впечатление, что вот как Конституцию поставили на паузу, так и украинцев некоторых поставили на паузу. Вот мы же говорим о том, что Украина хочет освободить, восстановить границы 91 года. Вот. Но те украинцы, которые там остались, это манкурты, запроданцы, вот те, кто выехали оттуда, вот те настоящие украинцы. И то, скажем так, судя по тому, как к ним относятся в отдельных регионах, это украинцы второго сорта, но все равно относимся к ним, скажем так, толерантно к ним относимся. А те, которые там остались, это вот враги. И если они там погибнут в ходе боевых действий, спишем просто-напросто на военные, на боевые вот эти вот эксцессы. Вот. А если, например, мы придем туда, на эту территорию, то необходимо будет каждого фильтровать, узнать, чем он занимался там на оккупированной территории на протяжении этих 4 лет и почему он не умер с голоду. Вот. Если он не сотрудничал с властями, украинизировать, вот, и и так далее, там проверить на гражданскую сознательность и так далее. Обидно другое.
Понимаете, вот я там на рушничок стали сегодня, ну вот, Кулебы, да, Павелецкая, Кулеба. А, Ну, когда похороны девочек в подвенечных платьях, это, конечно, нечто. Ну, это такой старый там способ, славянский, там девушки незамужние, вот так вот их там. Мгм. То есть, ну, это же шокирует, понимаете? И это же Старобельск, где суржик все 100% говорят, на украинском очень много говорят, по-русски все понимают, но говорят как есть. Всегда так было. То есть это тот городишко, в который, ну, там дошел референдум тогда в мае, помните, ЛНР, да? Но он там не состоялся. Ну, потому что как-то люди не поняли. Если там Луганск, Донецк или как города, там люди повалили создавать вот это ЛНР, ДНР, и было очень много людей, визуально очень много людей, хотя, понятно, никто не признает, то там как-то вот не получилось, как-то никто не понял. Там полусельская местность, там все, собственно, и это такой удар нанесла Украина по самой себе. Потому что это вот, это же Украина. Причем такая, знаете, одноэтажная, вот это вот все. И мы должны как-то немножко задуматься вообще, а куда ведет эта война. И когда Извините, все пожалуйста, говорят 2-3 года, куда еще приведет? то, что происходило в 2014, 2015, 2016 годах на Донбассе и так далее, вот, действия тех же Добробатов и так далее, оно не приводило к тому же противопоставлению вот, одних украинцев другим украинцам, правильных, неправильным с точки зрения. Вот. Знаете, это фактически тогда, в те годы, вспоминался вот этот принцип, когда вот этот крестовый поход против катаров, так называемый, когда захватили, если не ошибаюсь, Каркасон, вот, и спросили у предводителя, значит, архиепископа, который вел там, французские войска, как отличить еретиков от нееретиков. Он говорил, убивайте всех, Господь потом сам разберется, где свои, где чужие. Вот. Знаете, это что же имело место? Сколько было скандальных историй, там, трагических историй, вот, которые даже становились предметом судебных разбирательств. Некоторые доходили. Потом побратимы тех, кто попадал под суд, вот, приходили их освобождать. Это же мы все тоже пережили. Вот. Извините, но еще тогда началось вот это деление на своих и не своих украинцев. На украинцев первого, второго, третьего сорта, то, что когда-то, знаете, рисовали там на картах, вот, оно произошло в головах. Да, друзья, давайте к вашим вопросам перейдем. Их очень много. Режим Блиц, значит, давайте постараемся. Хотя, конечно, не обязательно режим Блиц, как получится. Начнем с клуба зрителей. Пользователь пишет: добрый день, Константин Петрович, Александр Александрович. Вопрос к Константину Петровичу. Состояние демографии, экономики, отношения к действующей власти, психического, эмоционального состояния населения вы освещали не раз. Война в Персидском заливе вызвала ускорение мирового экономического кризиса, энергетического, химической промышленности, удобрения, далее будет продовольственный кризис и так далее. Вторая половина мая. Европа не наполняет газохранилища, начиная с апреля. Из мировых поставок выбыло 10% нефти, 20% СПГ. Каллас фон дер Ляйен с Британией продолжают заказывать войну. Что, по вашему мнению, будет в этом случае с населением Украины? Ну, дело в том, что если только начнется большая война между Европой и Россией, не дай бог, конечно, вот, украинцам просто украинцы поблагодарят и скажут: все, вот, хотите, можете включаться в эту общую войну, но деньги мы больше вам не даем, у нас есть куда вкладывать деньги. Вот. А вы как-то сами вот, зиму перезимуйте и прочее. Потому что как только начнется большая война, опять же говорю, не дай бог, но многие готовятся к ней сегодня, многие откровенно говорят в самой Европе о том, что войны не избежать, вот, то, соответственно, украинский театр военных действий перестанет быть актуальным. А значит, прекратятся поставки денег, оружия и прочих благ цивилизации.
Так, следующий вопрос от Анны. Обращение к Константину Петровичу и Александру. Не вопрос, а рекомендация. Хотелось бы донести до украинского народа. Возможно, вы озвучите эту проблему в своих эфирах. Мы в России с этим сталкиваемся постоянно. Мигранты из Индии, Бангладеш, Пакистана, Таджикистана, Сомали и прочих дивных мест всегда везут с собой серьезное инфекционное заболевание, корь, туберкулез и даже лепру. У нас часто учебные медицинские учреждения закрываются из-за вспышек кори, например. Не забывайте делать прививки. Я знаю, что Украина не самая образцовая страна в плане вакцинации, но мне кажется, сейчас стоит об этом позаботиться. Что думаете? Советское пространство вообще относится достаточно, скажем так, достаточно свободно к прививкам. Это даже показала ситуация с коронавирусом. Вот. А вы привиты от Нет, коронавируса? нет. Так вот, я Так тоже. вот я ж самокритичен. Вот, вы знаете, что мы живем по принципу, мы, славяне, живем по принципу, если есть возможность не прививаться, а купить справку, то мы купим справку. Да? Кто его знает, как оно там на авось. Но я никого не призываю следовать моему примеру, я как раз не пример в этом отношении, просто честно вам говорю, как оно есть. Вот, что касается на самом деле вот этой вот проблемы, вот, что мигранты всегда везут с собой определенные наборы тех или иных инфекционных заболеваний, вот, которые иногда порой выкашивают целые континенты. Вот. Я не преувеличиваю. Вот. Когда в XIV веке появились, там, в Европе впервые появились цыгане, вот, как-то следом, параллельно. Ну, кто-то говорит о том, что это благодаря хану Джанибеку, там, который там в Кафе забрасывал там генуэзцев зараженными трупами, вот из-за этого чума. Но параллельно появление вот, цыган, первое появление, вот, и черная чума, они шли бок о бок. Вот. Приход приход этих как раз колонистов из Британии на американский континент и из Франции привел к фактически вымиранию северных индейцев. Вот, потому что они принесли колонизаторы новые штаммы болезней и так далее. Соприкосновение абсолютно разных цивилизаций, даже в условиях, когда сейчас мир стал глобальным, и мы контактируем постоянно друг с другом, все равно контакты происходят, скажем так, в достаточно щадящей среде. Вот. А когда приезжают беднейшие слои населения из Бангладеш или там из Сомали или еще откуда-то, кто-то бежит от бедности, кто-то от войны, вот, совершенно иная эпидемиологическая ситуация. Вот. Недаром в средние века в известном вот, городе-государстве Рагуца, нынешний хорватский Дубровник, вот, прибывающие корабли на 40 дней просто оставляли в порту, не разрешая морякам выйти на сушу. Они 40 дней сидели на корабле, им там поставляли туда продукты, питьевую воду. Вот, 40 по-итальянски каранта, отсюда и выражение карантин. Вот. Так, переходим в сообщество YouTube. Вадим интересуется, как Ренат, Пинчук и другие деятели смогли допустить в Украине такой ужас? Каждый из них считал, что он более опытный, более хитрый, более, скажем так, у него больше ресурсов. И, знаете, это почти как в 1613 году с избранием Михаила Романова. Вот. Бояре всерьез его не воспринимали. Каждый из этих бояр, там, которые голосовали за избрание 16-летнего Михаила Романова, думали, Мишка де Романов молод и умом зелен, да? Вот. Будем от его имени править. А Мишка Романов оказался не просто умом силен, вот. Оказалось, что династия Романовых на целых 300 с лишним лет воцарилась на российском престоле. Вот приблизительно точно так же пренебрегли опасностью, которую нес в себе Зеленский. Думали, да, это ставленник Коломойского, с Коломойским договоримся, вот, а на каком-то этапе, может, его перекупим у Коломойского. Вот результат налицо.
Так, значит, интересный, кстати, вопрос от Тони Шибаева. Константин Петрович, как украинские власти будут контролировать свои регионы, когда финансирование от Запада прекратится? Русские смогут перекупить региональные элиты? Если да, то, получается, русские смогут забрать миром то, что не смогли забрать войной? Да. Именно этот сценарий я прописывал как-то еще, когда я не был под санкциями. Вот, некоторые люди из украинского руководства обратились ко мне, чтобы я дал свою экспертизу на послевоенное время, где я говорил о возможности гражданской войны, о возможности роста криминогенной ситуации в связи с возвратом, с тем, что вернутся из фронта бойцы. И в частности я прописал как раз именно то, что основная линия конфликта будет проходить по линии Киев и регионы. Потому что региональные элиты, которые в том числе будут использовать ветеранов войны, бойцов, которые вернутся, будут создавать из них собственный ЧВК, они будут входить в конфронтацию с Киевом, с центром. Там уже формируются сейчас мощные региональные кланы и группы. И я думаю, что на самом деле Россия будет идти по этому пути. Договариваться не с киевскими властями. Россия будет, по большому счету, все равно, кто придет к власти в Киеве. Они будут договариваться даже с националистами, отъявленными националистами на западе Украины. Потому что большинство украинских националистов, открою секрет, скажем так, беззаветно любят деньги. Беззаветно, да. Главное, чтобы это было взаимно. Понимаете, Константин Петрович? Ну, вот в том-то и дело, они стремятся к этой взаимности. Ой, следующий вопрос. Правда ли, что Черчилль когда-то сказал, если страна, выбирая между Крымом и Бандерой, выберет Бандеру, она в итоге потеряет и Крым, и Бандеру? Александр. Нет, неправда. Неправда. Черчиллю приписывают, значит, слова, которые, я не знаю, говорил ли он или нет, я не настолько знаток текстов Черчилля. В интернете ходит очень много того, что приписывается Черчиллю, что якобы Черчилль сказал, что если страна выбирает между позором и капитуляцией, то, выбрав капитуляцию, она обретет и позор и так далее. В данной ситуации, я думаю, что Черчилль вряд ли знал про существование Степана Бандеры. Да, про Степана Бандеру хорошо знали руководители Ми-6, потому что после войны он был агентом Ми-6. Что в результате в значительной степени погубило украинское националистическое движение, потому что шла очень серьезная утечка тогда информации именно через Ми-6. Так, по крайней мере, мне рассказывали некоторые ветераны спецслужб, которых я еще в 90-е годы там опрашивал, в 90-е нулевые, интервьюировал. Так что я думаю, что Черчилль вряд ли, где-то, возможно, где-то в каких-то хрониках видел это имя, но вряд ли он всерьез понимал, кто такой Степан Бандера, и вряд ли он интересовался его личностью. Так, следующий вопрос. Давайте обратимся к нему. Здравствуйте, Александр, Константин. Пашинян решил стать новым заменителем Европы взамен Зеленскому, новым знаменем. Такие мысли возникают, наблюдая на его агрессивно-театральное поведение с населением при встречах. Раньше таких публичных выходок он себе не позволял, а тут, после сходки евролидеров, стал так себя вести. Спасибо. У Пашиняна 7 июня выборы. Социологи говорят, что у него не наилучшие позиции сейчас. Более того, что он надеялся, что приезд евролидеров в Ереван поднимет его рейтинги. А тут коалиция 3 политических сил, которые прогнозируют, что могут пройти в парламент и которые занимают кто более, кто менее пророссийскую позицию, может создать большие проблемы для того, чтобы Пашинян был назначен премьером на следующий срок. Понятное дело, что у него нервозность сейчас. Он серьезно нервничает. Потому что он чудесно понимает, что если он не станет премьером, если его политическая партия не выиграет выборы, то у него 2 пути. Либо в ЗАГС, либо к прокурору. Да, очень интересно. Либо к ЗАГС, либо к прокурору. Вот такой еще есть вопрос. Константин Петрович, Ельцин действительно устал и ушел? Или его устали и ушли? Сделали предложение, от которого нельзя отказываться?
Ну, вспомните, к 96-му году, ко второму президентскому сроку Ельцина, он уже был руиной фактически. Он уже пережил операции, он уже пережил там серьезные проблемы со здоровьем и так далее, и так далее. Поэтому он постепенно превращался в Брежнева образца октября 1982 года. Вот. Плюс ко всему нарастало очень серьезное недовольство политикой Ельцина, а также реваншистские настроения. Вот. Заговор генерала Рохлина, ну, многие сейчас говорят, был, не был и так далее. Рост там, популярности генерала Лебедя и прочее. Вот, народу нужна была сильная рука. Ельцин эту сильную руку не мог продемонстрировать. И тогда, соответственно, был разработан определенный план, который был согласован с семьей Ельцина, что Ельцин должен просто уйти. Ему гарантировали бы, ему и его семье, определенную неприкосновенность, определенные гарантии дали бы вот, на будущее. Вместо этого к власти пришел бы молодой вот, человек с безукоризненной биографией в спецслужбах, вот, который смог бы стать ответом на настроение общества. Вот. Так что вот таким образом появился Да. Путин. Следующий вопрос вот такой. Добрый вечер. Вопрос уважаемому гостю. По мнению Константина Петровича, внутри Украины есть ли силы, которые влияют на Зеленского, и силы, с которыми ему приходится считаться, не считая НАБУ и САП? А то одни говорят, что ему уже внутри страны море по колено с западной покрышкой, вторые говорят, что о клане Кучмы, Пинчука, мол, они рулят всем, а он их кукла. Третьи говорят, что в Украине серый кардинал Левочкин заправляет, а четвертое, что главный хозяин страны — это Ахметов, и он чуть ли не единственный, с кем приходится президенту, пересиденту здесь по-настоящему считаться. Реально ли у этого же Ахметова больше влияния в Украине, чем у Зеленского? Или пианист действительно с помощью своих западных покровителей поставил в позу красных директоров и прошедших голодные 80-е, лихие 90-е олигархов? К какому из этих вариантов склоняется Кость? Спасибо большое, всего вам доброго. Смотрите, давайте разберем. Если говорим про Ахметова, назовите мне во власти хотя бы одного человека, который был бы ставленником Рената Леонидовича. Вот. Ну, нету таких людей. Шмыгаль почему нет? Он не был ставленником Ахметова. Он год проработал по протекции своих друзей. Его поставили там на Бурштинскую ТЭЦ. Вот год поработал, но точно так же он мог бы, его бы можно было бы причислить еще к нескольким группам. Вот. Это было от определенной был определенный момент, когда ему надо было пересидеть где-то, в том числе иллюстрационный процесс. Вот. Так что я думаю, что Ахметов узнал про Шмыгаля, когда того назначили уже губернатором Ивано-Франковской области. То есть приблизительно тогда он узнал о том, что, оказывается, у нас этот человек работал, да, так очень интересно. Вот, что касается Левочкина. Сергей Владимирович всегда отличался умением быть влиятельным при любой власти. Был ли он на каких-то руководящих постах или нет, но его влияние не формально всегда. Он просто умеет находить общий язык с разными политиками, которые приходят к власти. Вот. Так что он умеет выстраивать отношения. Но это не значит, что он руководит процессом. Это не значит, что страной управляет серый кардинал Левочкин. Это большое преувеличение. Вот. Что касается, скорее он может там получить определенные гарантии неприкосновенности для своих людей, не более. Что касается остальных вариантов, Виктор Пинчук рассматривается как один из представителей глобалистской среды в Украине, которая точно так же влияет там, на антикоррупционные органы, на вот этих всех шабунинцев, соросят и прочих, все они практически из одной песочницы, из одной группы, молятся одним и тем же богам. Вот. Так что, вот, по большому счету, но она очень пестрая, эта группа. Пока что они союзники все между собой. Но если они осуществлят задуманное, то есть освоят потоки, которые раньше были под контролем Ермака, Умерова и прочих людей, близких к Зеленскому, а Зеленского превратят в свадебного генерала, они сразу же начнут борьбу между собой. Сразу же начнут проявляться разногласия между Пинчуком и антикоррупционерами, между там, Шабуниным и там, Кривоносом и прочие такие будут противоречия. То есть на самом деле
сейчас в стране есть несколько групп, которые влияют. Зеленский – это самая влиятельная группа, которой Зеленский пользуется тем, что он очень успешно сталкивает в БАБе другие группы. Алексей задает вопрос следующий. Здравствуйте, Александр Константин Петрович. В декабре 2019 года произошла единственная встреча наедине между Путиным и Зеленским, после которой Зеленский выскочил как ошпаренный. Ну, так говорят. Что произошло? И действительно, если бы не ковид, то все бы началось намного раньше. С уважением. 9 декабря 2019 года действительно в Париже состоялась встреча наедине, так тет-а-тет Путина и Зеленского. Я бы не сказал, что Зеленский выскочил как ошпаренный. Для него это была первая попытка фактически серьезных международных переговоров. Многие считали, что Зеленский провалит эти переговоры. Помните, даже Сергей Рахманин, выступая с трибуны Верховной Рады перед поездкой Зеленского, озвучил красные линии, которые Зеленский не имеет права перейти. Вот, Зеленскому там угрожали разного рода националистические формирования, вот, так называемые, ну, ряженые, которые контролировал тогда Аваков, вот, частично СБУ. Вот, так что в этой ситуации Зеленский встретился с Путиным, но нельзя сказать, что он выскочил как ошпаренный. Это преувеличение. Вот. Да, у них были серьезные разногласия, но Зеленский взял на себя определенные обязательства в Париже. Зеленский взял на себя обязательство выполнять Минские договоренности. Кстати, то, что раньше, вот, если ранее говорили, что да кто там подписывал эти Минские договоренности? От Украины Кучма, а кто такой Кучма, основной козы-барабанщик? А вот с той стороны какие-то непонятные люди, типа Плотницкий и Захарченко подписывались тоже. Кто они такие? Там, значит, это ни к чему не обязующий документ. Тот меморандум, который подписал Зеленский, вот, а также подписали Меркель, Оланд, нет, уже Макрон тогда был, Макрон и, соответственно, Путин, вот, он показывал, что стороны признают Минские договоренности как обязательный документ. Вот. Но Зеленский сделал все для того, чтобы не выполнять эти взятые на себя обязанности. Так, хорошо. Значит, переходим к следующему вопросу. Он звучит следующим образом. 9 вице-премьеров России после трудов на галерах отчалили в Израиль. В Украине аналогично. Мидич, Цукерман, Ставицкий, Табачник, Рабинович, Фельдман, Киперман, Боголюбов, Злачевский, Хомутынник, Фукс, Черновецкий, Онищенко, Грановский, Котвицкий, Фирташ, Ивахев, Веревский и так далее, и так далее, и так далее. Это уже таки пещерный первобытный антисемитизм или просто отложенная схема? Половина из названных вами людей не имеет отношения, треть, по крайней мере, к еврейской национальности, это первый момент. Вот, некоторые из них поляки, некоторые украинцы и так далее. Вот, что касается, я знаю просто практически большинство из этих людей знаю лично. Вот, половина этих людей не находится в Израиле, находится либо в Европе, либо кто-то в России находится из названных. Поэтому, знаете, не преувеличивайте значение Израиля. Многие сегодня из Израиля, поскольку там не совсем спокойно переезжают там, пересидеть в других странах. Вот, кто-то говорит, что человек вот в Израиле, потом его встречаю в Вене, например, или встречаю в Париже человека. Вот, ну, а молва говорит о том, что вот он давно там и успешно трудится во благо государства Израиля. Вот, так что это, еще раз скажу, преувеличение. Не, ну тут можно ответить проще. Ну один народ же. Один народ. No, смотрите, да, в данной ситуации, я же еще раз говорю, что вот, условно, какой еврей из Ивахова? Вы с ним общались когда-нибудь? Например, это вопрос. Ну, это я так, к примеру. Так, следующий вопрос звучит вот так. Здравствуйте, Александр Константин. Недавно Константин объяснял, как окружение первых лиц формирует информационную политику вокруг своих руководителей, донося только нужную информацию. Как так получается, что Зеленский недооценил опасность войны с Россией, Путин недооценил потенциальное сопротивление украинцев, Трамп с Нетаньяху недооценили Иран, Европа недооценила Путина? Кто кого еще недооценивает в мире? Пакистан, Индию? Все недооценивают, потому что лидеры государств получают определенную, как я уже говорил, информацию, уже не просто там в виде какой-то там одной странички и так далее, им дают определенную подготовленную презентацию, например,
где им показывают, вот соотношение сил такое-то, такое-то. А вот так вот мы моделируем там ход событий, развитие событий. На первом этапе это будет выглядеть так, на втором этапе так и так далее. Вот к такому-то числу мы выходим на такие-то показатели, к такому-то на такие-то. Это требует вот этих вот затрат, человеческий ресурс, финансовый ресурс, там, материально-технический ресурс. То есть все это им представляют в виде определенной презентации. Они смотрят, ну, гладко на бумаге, очень гладко. Но изымают определенные риски, ну вот, не показывают эти риски, не учитывают определенные моменты, не учитывают то, что половина этих средств уже зарезервирована под разворовывание, вот, и так далее. То есть это все, так, ну и плюс ко всему не учитывает человеческую тупость, которая тоже как бы является одним из факторов. Нечеловеческая тупость. Вот, так что, соответственно, в этой ситуации лидер принимает решение. Вот я прочитал, все гладко, я даю добро. А потом уже в зависимости от того, удалось, не удалось, вот, уже принимаются кадровые решения. У кого-то летят головы. Так, вот такой вопрос. Константин, подскажите, где купить такое же поло, как фирма называется? И, кстати, согласен с Александром по поводу угроз насчет ядерки. Было много провокаций, на что можно было ответить ядеркой. А сейчас именно нужен был повод, чтобы об этом начать говорить. Ну, что касается ядерки, то применять ядерное оружие против соседей, скажем так, это не совсем правильно с точки зрения, даже если использование тактического ядерного оружия. Вот. Через соседа, да, это чем дальше, тем, понятное дело, извините за цинизм. Так, что касается заявлений по ядерному оружию, они звучат. Да, их озвучивают. То Малафеев озвучит, то Медведев озвучит, то Караганов озвучит. Но это скорее именно для того, чтобы озвучить возможности, а не намерения. А что касается пола, честно говоря, вот магазин Пик Клопенбург, Кертнерштрассе, пожалуйста. Да. Я не знаю, не помню. Номер телефона только не давайте. Нет, просто посмотреть название фирмы, не помню. А то надо будет рекламную интеграцию делать, наверное, да. Так, друзья, переходим к чату трансляции. Спасибо большое, что оставляете много вопросов и здесь. Вопрос Константину от Галины. Правильно же? Галина, да. Значит, возможно ли, что ЕС в настоящее время выгодно уничтожение Украины как государства? Кредиты, прикарманенные в том числе и европейскими чиновниками, смогут списать и остаться чистенькими? И этот вариант тоже рассматривается очень многими. Вот, но мы же не будем подозревать лидеров Европейского Союза в коррупции. Хотя подозревают некоторых глав Еврокомиссии. Вот такой вопрос. Ой, улетел. Вот, ликвидация Зеленского остановит конфликт? Иран показал, что нет. Или Украина готова к реальному миру? Если бы ликвидация остановила это все, то, соответственно, Зеленского бы уже давно ликвидировали. Вот, на самом деле, я еще раз повторюсь, Украина не управляет Зеленский полностью. Да, на внутреннюю политику он очень серьезно влияет. Но все, что касается военной тематики, внешнеполитической деятельности, позиции Украины там, в геополитическом аспекте, это не его сфера влияния. Ну, завтра вместо Зеленского станет Стефанчук. Ну, что, он не будет выполнять ту же позицию, что и Зеленский, ну, просто вместо маленького там 160-метрового там лидера появится двухметровый, огромный там, значит, такой богатырь, вот, скажем, грозный такой. Вот. Ну, та же будет политика. Вот такой вопрос, кстати, интересный. Как сочетается желание многих украинцев вступить в Евросоюз с очевидными элементами имперскости, что достались из прошлого? Неустойчивость, воинственность, принципиальность в своих порядках? Знаете, нет, на самом деле очень часто возникает вопрос. Я недавно совсем с одним известным, скажем так, телевизионным режиссером обсуждал этот вопрос. Он говорил, что зачем вообще Украине была евроинтеграция? Украинцы же никогда не откажутся от бытовой коррупции, скажем так, от неуплаты налогов, возможности уходить от налогов, от серых схем.
Вот. Они же никогда от этого не откажутся. Государство попросту закрывало глаза на все это, что не хочешь платить налоги, не плати. Вот, заплатит Ахметов, заплатит Пинчук, заплатят другие. Вот, так, государство не особо спрашивало, откуда деньги. Вот, и прочее. Люди привыкли к этому. Многие привыкли именно к такой жизни. И единственное, что им бы надо было бы дать, это возможность безвизового режима. Вот, это первое. И второе, что обеспечил Порошенко, кстати. И второе, это введение нормального медицинского страхования европейского уровня. Вот эти вот два аспекта, они бы полностью удовлетворили украинцев. Но, видите ли, решили интегрироваться в Европу. Интеграция в Европу, это, кстати, еще очень и очень многие потом вздрогнут. Мгм. Ирина задает вопрос. Александр Константин Петрович, как вы думаете, в случае, не дай бог, большой войны Австрия сможет остаться в нейтралитете? Австрия и Швейцария нацелены на то, чтобы остаться в нейтралитете. Пока что в Австрии, если не ошибаюсь, одна только партия НЕОС, но она не самая популярная, либеральная партия. Вот, она выступает за членство в НАТО. Вот. Остальные партии достаточно, скажем так, либо не определились, либо же занимают позиции категорически противоположные. То есть не вступать в НАТО, надо сохранять свой нейтралитет. Так, значит, вот такой вопрос еще, кстати, очень интересный. От Светланы. Вот она, вот ее вопрос. Добрый вечер. Не кажется ли вам, что круговая оборона городов не для обороны, а чтобы не выпускать население из городов? Спасибо. Ну, по крайней мере, это будет один из аспектов, когда можно будет контролировать приток и отток людей. Ну, в любом случае, вы же понимаете, что если вот Киев, например, то значительная часть киевлян, которые работают непосредственно в Киеве, на предприятиях в Киеве или же в учреждениях, вот, значительная часть из них живут за пределами Киева. Вот. То есть они доезжают просто до места своей работы. Точно та же ситуация в Одессе, точно та же ситуация в других городах. Вот, я не удивлюсь, если главная задача вот этого гражданина – это поиск нового ресурса, который можно будет пустить на распил. Антон спрашивает, господин Шелли, спросите, пожалуйста, Бондаренко, а если есть миллионы россиян и миллионы украинцев, которые не имеют претензий друг к другу, кем их объявят? Знаете, есть расхожая поговорка, афоризм, что в любой войне вот, люди, которые абсолютно не знают друг друга и не имеют друг к другу претензий, вот, убивают друг друга во имя интересов людей, которые очень хорошо знают друг друга. Вот. Так что в данной ситуации вот это на уровне Украины и России ну, очень хорошо проявляется. Да, соответственно, у меня нет претензий там, к рядовым россиянам. Нет, у меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть, как и у тысяч миллионов украинцев. Вот. Точно та же ситуация и у русских. Но кто-то нагнетает, особенно в Украине, именно антироссийскую и антирусскую. Не только антироссийскую, но и антирусскую истерию. Вот. Так что... Вот такой вопрос. Константин Петрович, вы вернетесь в Украину после, если оно наступит, это после. И каков ваш прогноз насчет Германии? Будет ли Германия воевать? Германия пока что наращивает мышцы. Сегодня Германию готовят к войне. Вот, более того, что понятное дело, что Мерц, как ставленник BlackRock, вот, он всячески содействует тому, чтобы корпорация Rheinmetall вот, получала заказы, вот, поскольку 40 с лишним процентов акций Rheinmetall принадлежит BlackRock. Вот. Так что здесь абсолютно понятно, что милитаристская риторика, военная риторика, вот, крупнейшее государство Европы с возможностью, с финансовыми возможностями определенными и с определенными возможностями в сфере оборонной промышленности. И есть люди в руководстве страны, которые просто пытаются связать все это для того, чтобы это все превратилось в определенную непрерывную цепочку, вот, в непрерывный процесс. А что касается моего возвращения, я уже неоднократно говорил, что да, конечно, я себя считаю временным жильцом, вот, временным мигрантом в Австрии.
Влад, уважаемый Константин, может ли кто-то из военных возглавить путч против Зеленщины? Ведь наверняка такие лидеры среди военных есть, и они вооружены. Ну, видите, значит, наверное, где-то они есть. Наверное, где-то сидят, но мне непонятно, я не знаю этих людей. Вопрос, Константин Петрович. Россиян называют Ордой, а тактику Хашар используют ВСУ. Так кто Орда? Ну, тут же речь идет именно о исторических традициях. Нынешняя украинская историческая мысль, историческая наука, она проповедует вот эту теорию Духинского, которая еще в XIX веке была сформулирована, что Россия – это не славяне, Россия – это потомки Орды. Вот, кстати, эта теория очень нравилась Марксу и Энгельсу, они в своей переписке ее очень хвалили, что запретите русским называться славянами и так далее. Ну, то есть это важный момент. Так вот, эта теория Духинского, она очень активно использовалась и на протяжении XX века в эмиграционных кругах, и особенно после провозглашения независимости, начиная со времен Ющенко особенно, начинает использоваться и в Украине, что Украина – это настоящая правопреемница Киевской Руси, вот, а Россия – это правопреемница Золотой Орды. Угу. Вот, что Москва это была улусом в составе Золотой Орды, Москва сформировалась под влиянием ордынских традиций, московский князь был обычным там, чиновником и вассалом ордынского хана и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Россия это правопреемница Золотой Орды, но не Киевской Руси. Вот эта теория, она сегодня не критично воспринимается в Украине. А что касается тактики, вот, ну, извините, пожалуйста, запорожские казаки тоже принимали тактику именно степных традиций. Вот, почему они сами потом в казацких летописях выводили свои корни из там, хазарских, косожских и прочих там, традиций. Зеленский давал Азербайджану фосфорные бомбы, которыми бомбили народ в Карабахе, а сейчас приехал в Ереван Пашинян, его принимал. Это правда или нет? Я не знаю об этом, я не знаю, были ли подобного рода поставки, мне об этом ничего не известно, а просто так говорить, что там вероятно, что да, но это, наверное, неправильно. Угу. Ольга спрашивает, будет ли Константин участвовать в партии мира в Брюсселе, которую организовывает Мосейчук. Ну и следующий еще один вопрос вот такой. Когда появится партия мира, почему не создают, пусть даже за пределами Украины? Подождите, я пока что ничего не знаю про эту партию. Вот с Игорем мы время от времени общаемся, но пока что он меня не приглашал. Вот, знаете, что касается самой, насколько я знаю, там пока что не про партию речь идет, а какие-то мероприятия там. Ну, давайте я просто пока не готов сказать об этом. Вот, мне никто не предлагал. В общем, следующий вторник у меня на канале будет Мосейчук в прямом эфире. Давайте ему поставим ему на вид, почему он уже там которую неделю рассказывает о марше за мир украинцев в Брюсселе. И марш за мир и партия мира – это две разные вещи. Поэтому я и говорю, что марш за мир, я слышал об этом, но о том, что он в Брюсселе организует партию мира… Не, стоп. Два разных вопроса было. То есть, пойдете ли вы в Брюсселе на марш мира, и почему нет партии мира за рубежом? Я с удовольствием приеду в Брюссель, тем более это июнь. Но надо будет согласовать все сроки, потому что я в 30 июня я должен быть в одном из кавказских государств, не в Азербайджане. Так что давайте все согласуем. Пока что я не берусь говорить, но идея мне очень симпатична. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Поставьте, пожалуйста, лайк, не забудьте, подписывайтесь также. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, до новых встреч. Берегите